Ребята, всем привет! Давно не виделись. Очень рада наконец-то снова быть на Ютьюбе. Так, ладно, давайте начнем сначала. Всем привет, меня зовут Карина, я живу в Италии уже почти 6 лет, и на своем канале я рассказываю про жизнь здесь, про свой переезд, про путешествия, про работу, ну и вообще в целом про то, как мне живется в Италии. На самом деле, меня не было на Ютьюбе несколько месяцев, на это были свои причины, о которых я расскажу чуть позже, и моя идея возвращения на YouTube была очень простая. Я просто хотела снять влог выходного дня, показать, как проходит мой типичный выходной, показать, чем я занимаюсь. У меня были определенные планы. Я также собиралась в Рим на день рождения к подруге. Но в итоге все пошло немножечко не по плану, и в итоге вместо спокойного дня на пляже, прочих дел, которые я планировала, и вместо дня рождения подруги, я оказалась в скорой помощи с травмой ноги. Да, к сожалению, мы не, не всегда можем предугадать, что с нами произойдет. Я вообще, если честно, не хотела выкладывать то, что я до этого успела снять. Ну, в итоге я решила, ну и ладно, ну и пусть. Это нормально, это часть жизни. У меня влог про обычную жизнь обычного человека, про жизнь без прикрас, такую, какая она есть. И мы, к сожалению, и иногда, к счастью, мы никогда не знаем, чем закончится обычный день и обычный выходной. Поэтому желаю вам приятного просмотра и поехали! Ребята, всем привет! Как непривычно это говорить, ведь я уже очень давно не снимала никакой контент. Наверное, с моего последнего видео прошло 2 месяца, если не больше. На самом деле были некоторые причины, по которым я на время пропала с Ютуба. Возникли в какой-то момент небольшие сложности с моим YouTube-каналом, и поэтому, в принципе, вот я и пропала несколько месяцев, но, к счастью, все эти сложности разрешились, и мой аккаунт восстановлен, мой канал восстановлен, и сейчас у меня наконец-то снова вернулось желание снимать видео и выкладывать их на YouTube, поэтому, собственно, вот так вот просто спонтанно сейчас пятница, 7 часов вечера, я закончила работать не так давно, и, собственно, сейчас я на самом деле должна выходить буквально уже вот через 5 минут, потому что я на самом деле иду на свидание. Вот так вот, интересно. Мне самой очень интересно, так что я побежала и расскажу вам потом, как все прошло. Чао! Сейчас время 7:30 утра, и хоть чуть-чуть есть ветерок. Я вот прям стою сейчас напротив балкона, и прям свежий такой воздух хороший. Доброе утро! Фуф, наверное, уже все слышали про волну жары, по-английски это heat wave, про невероятную жару, которая накрыла Европу, и продолжается это уже месяц, как минимум. То есть жара просто невероятная, и у меня дома нет кондиционера. Ну и я, конечно, страдаю, скажем так. Особенно учитывая, что до обеда у меня солнце светит прямо в квартиру, и у меня в квартире все окна на одну сторону выходят. То есть до обеда я просто опускаю все жалюзи, и у меня здесь темнота такая, ну, потому что иначе невозможно, иначе воздух уже в 9 утра уже 30 с лишним градусов, и, ну, невозможно. Я хожу с вентилятором по всей квартире, куда я, туда и он, просто вот
по-другому выжить невозможно. И я вот сейчас собираюсь. Конечно же, в такую погоду невозможно краситься, вообще не идет речи ни о какой косметике, поэтому я не крашусь вообще. Максимум там, что я, не знаю, могу подкрасить чуть-чуть брови, и, ну, губы всегда крашу хотя бы каким-нибудь бальзамом, но абсолютно там никакая пудра. Уже я молчу вообще про тональник. Тональником я, кстати, вообще никогда не пользуюсь, уже очень давно. Поэтому, да, такая вот история. Ну, я, кстати, живу, получается, возле моря, и, конечно же, вот в Ости, где я живу, здесь проще, потому что в Риме, вот в самом, как только я приезжаю в Рим, я выхожу из метро, и там прям сразу же ощущается градусов на 5 выше температура. То есть, если, например, в Ости 30 градусов, то в Риме это как минимум 35 градусов, и чувствуешь себя просто как в сауне, поэтому нужно прям очень хорошо готовиться каждый раз, то есть обязательно солнцезащитный крем, что-то на голову, защищать себя от солнца, потому что солнце жарит, то есть, говорю, уже в 9 утра очень жарко, и жара, она не спадает до позднего вечера, то есть в 5-6 еще жарко на самом деле. Если вдруг кто-то собирается приехать в Рим, то вот имейте в виду, такая вот здесь погода. Я думаю, что туристам не сладко, наверное, приходится в такую погоду гулять по городу. Я вообще, если честно, не представляю. Поэтому я всегда говорю, что для путешествия в Рим лето — это вообще один из... Ну, это худшее время, мне кажется, чтобы приехать в Рим. Приезжайте весной или осенью. То есть весной это где-то апрель, вообще, мне кажется, очень классное время. Май — потрясающее время, потому что в это время еще везде цветет жасмин, и красота просто невероятная, и еще не так много народу. Или уже наоборот сентябрь-октябрь, тоже комфортная погода, намного меньше толп туристов, и да, то есть... Но не летом, ребят, Рим летом не советую, прям вообще. Так, все, я, короче, бегу в метро, потому что мне вообще-то надо ехать на массаж. Я записалась на массаж, потому что последние несколько недель у меня болит спина. Вся вот воротниковая зона, поясница. И на самом деле, учитывая, что я постоянно сижу перед компьютером, это, конечно, неудивительно. И на массаж мне нужно ходить, конечно же, намного регулярнее. Чтобы вы понимали, последний раз я ходила год назад. Я знаю очень хорошую девочку, массажистку в Риме. И я вот иду сегодня к ней уже раз 5-й, наверное, за последние 3 года. Блин, сложно. Из Ости в Рим, конечно, вот эта вот вся поездка каждый раз на этих метро, особенно летом, очень энергозатратно. Кстати, я не рассказала вам про вчерашнюю встречу. Встреча, кстати, прошла хорошо. Мы хорошо провели время. Мы практически 3 часа. Да, мы 3 часа гуляли, потом поужинали в одной кафешке. Да, то есть мы, получается, в 7:30 где-то встретились, и где-то 10:30 я пришла домой. Что для первой встречи, я должна сказать, немало. Вот. Ну, не знаю, посмотрим, как пойдет дальше, но впечатление у меня было хорошее. Радует хотя бы, что нет миллиона людей на платформе в метро. Сегодня суббота, потому что, и как бы там ни было, на самом деле сейчас будут полные поезда сюда приезжать в Остию, потому что все люди на море едут.
И самый трэш будет вот это сейчас ехать из Рима сюда. И потом вот где-то, начиная часов с 5, когда все будут возвращаться из Остии в Рим, поезда отсюда будут доверху заполнены, конечно же, людьми, которые с пляжа будут ехать. Вот. Кстати, насчет погоды сейчас пока еще более-менее нормально, потому что, ну, опять же, здесь ветерок дует от моря. Но я думаю, что в Риме будет похуже. Пьяцца Болонья. В общем, девочка мне написала, что она опаздывает и задерживается транспорт, потому что не работает метро. Ну, это типичная, скажем так, ситуация в Риме. Проблемы с общественным транспортом. А мне, наоборот, повезло сегодня. Я очень быстро доехала. Я уже вот на Пьяцца Болонья. Я, кстати, раньше жила здесь недалеко, поэтому пока я ее жду, я зашла в один бар, в который я раньше частенько ходила. И у меня сейчас такая ностальгия немножечко. Вот, и я тут заказала себе пока что второй завтрак. Первый завтрак я сделала дома, а сейчас я завтракаю второй раз. Вот это такой типичный итальянский завтрак с корнетто от пистачио. И вот такой вот барчик. Симпатичный, кстати. Вот вам обычные улицы Рима. Это не центр, это не туристический район. Вообще, Пьяцца Болонья — это скорее такой университетский район, потому что здесь недалеко университет Сапиенца. И здесь очень много живет студентов. Это скорее такой университетский район, потому что здесь недалеко университет Сапиенца, в котором, кстати, и я тоже училась. И, соответственно, да, здесь довольно много студентов живут, хотя эта зона не такая уж и дешевая на самом деле. Это вообще не дешевая зона, потому что она близко к центру расположена. Она расположена близко к университету. Здесь довольно хорошо развита инфраструктура. Здесь метро Болонья, линия B. И вообще в целом такой очень приятный район. Как видите, здесь такие приятные улочки, такие дома симпатичные, да. Вон тоже сзади меня, смотрите, такие хорошие дома. Очень много всяких кафешек, ресторанов и всего такого. О, кстати, ребят, вот за это я очень люблю Рим, потому что здесь есть вот такие фонтанчики с чистой водой. То есть это питьевая вода. И я сейчас наберу себе воду как раз. Смотрите, какая красота. Прелесть. Не так много в Италии встретишь флористических магазинов, уж точно не в таком количестве, как в России. И да, но все-таки здесь, как я уже рассказывала, не так принято дарить цветы. Я бы даже сказала, здесь совсем не принято дарить цветы.
но все равно какие-то магазины, конечно же, находятся. Но все-таки здесь более популярны пьянты растения в горшках. Как многие итальянцы говорят, жалко дарить срезанные цветы, потому что они потом умирают. А вот те, которые в горшках, да, они потом остаются навсегда. Да, вот такая логика. Ну, слушайте, я, конечно, все понимаю, но хоть какая-то доля романтики тоже должна присутствовать в отношениях, правильно? Не знаю, я не совсем поддерживаю это мнение, но, как говорится, чиста. Любому мнению есть место быть. Ну, так забавно, конечно, что на улице людей вот вообще нет. Вот если вы сейчас приедете в центр Рима, то там будет, вы не найдете живого места, скорее всего, потому что все туристы будут там. А здесь, вот, посмотрите, совсем никого нет. Потому что, конечно же, летом на выходные местные уезжают из города. Уезжают кто куда, ну, на море в основном, конечно же. У многих есть дома на море, и люди уже в пятницу уезжают. В пятницу вечером невероятные пробки, чтобы выехать из Рима. И потом в воскресенье вечером такие же невероятные пробки, чтобы вернуться в Рим. Вот, кто-то в горы, кто-то на море. И, конечно, да, местных очень мало, ну, если только вот кто-то работает, у кого-то бизнес, магазины, рестораны. Ну и туристы, конечно же. Или вот я, например. Ну что, это снова я. У меня так развиваются волосы, это эффект вентилятора. Я не перестану рассказывать про безумную жару, потому что, ребят, вот сегодня я сейчас дома нахожусь, и сейчас время 5:30, и, ну вот, знаете, вот это ощущение, когда ты находишься в сауне, а вот теперь представьте, что мы здесь вот просто каждый день живем с этим ощущением. Вот начиная где-то с 10 утра, я бы даже сказала с 9 утра, и вот где-то до 7 вечера ты как будто бы находишься в сауне, и единственный способ выжить это либо лежать под кондиционером, а у меня его, конечно же, нет. Кстати говоря, это вот просто нужно взять на заметку, что следующая квартира, в которой я буду жить, не знаю, будет ли это в Риме или еще где-то, она обязательно должна быть с кондиционером, потому что, ну, в Италии особенно в Риме, да и, в принципе, в Милане, допустим, в Милане тоже, в Милане, на самом деле, еще жарче, мне кажется, в Милане вообще к 40 градусам температура приближается, и, ну, невозможно жить без кондиционера вообще, вот, поэтому, да, я выживаю с вентиляторами, ну, мне кажется, даже в какой-то степени мой организм как будто бы в какой-то степени даже уже адаптировался, я не знаю, и зато, знаете, есть и плюсы. Например, вообще не хочется есть, то есть, ну, есть просто невозможно. Это не то, что даже есть невозможно, даже готовить невозможно, потому что, чтобы что-то приготовить, это нужно пойти на кухню и включить плиту, а когда на кухне у тебя и так уже просто как в сауне невозможно нечем дышать, и ты просто уже весь обливаешься потом, мысль о том, чтобы включать плиту, ну, она как бы вообще абсолютно непривлекательно. Я вообще-то хотела рассказать, что в итоге со мной произошло, почему я оказалась в скорой помощи. Итак, это произошло в воскресенье. То есть вот я снимала, получается, влог в субботу, когда я была в Риме и шла на массаж. Потом в субботу после этого я вернулась в Остию. У меня была здесь кое-какая встреча, и, в принципе, были какие-то дела, поэтому я больше не снимала, и у меня все были планы вот на следующий день, на воскресенье поснимать, потому что я в воскресенье хотела отдохнуть, сходить на пляж, искупаться, прям очень вот хотела именно поплавать, потому что в последнее время у меня опять начались проблемы со спиной из-за постоянного сидения у компьютера. Потом у меня были кое-какие личные дела, которые я хотела поделать дома, и вечером я планировала вот поехать на день рождения к подружке в Рим. В итоге,
Как все получилось в этот день? Я помню, что в воскресенье я как-то довольно долго валялась в кровати, и в итоге, пока я встала, позавтракала туда-сюда, уже время было практически 10 часов. Я вообще-то предпочитаю ходить на пляж как можно пораньше, рано утром, потому что, во-первых, это еще пока чуть меньше народу, и, во-вторых, ну, утром, как правило, море чище. А в итоге время уже было 10, уже даже, наверное, ближе к 11, и я такая думаю, ну, что-то вот ни туда, ни сюда, потому что после 12 находиться на пляже уже невозможно, если ты не берешь зонт, то есть там уже просто дикая-дикая жара. И в итоге я прям вот, правда, я очень долго я сомневалась, идти мне в итоге на пляж или уже не идти, заняться делами и уже, не знаю, там спокойно как-то спланировать уже на следующие выходные, допустим, да, но зато там пойти на весь день. Я люблю ходить на весь день, прям прийти пораньше и на весь день себе взять лежак, зонт и вот прям часов до 5 до 6 валяться на пляже. В итоге, в итоге я все-таки решила пойти, потому что просто дома было настолько невыносимо жарко, что я просто поняла, что окей, нет, я вот просто хотя бы даже хочу как-то освежиться, развеяться чуть-чуть, прогуляться по морю, будет полезно, просто на часик схожу. В итоге я прихожу на пляж, а мне, по сути, вот идти 10 минут до ближайшего пляжа, ну, то есть не так, что мне там надо брать автобус или еще что-то, действительно очень удобно, то есть на самом деле можно в любой момент пойти. Я пошла на ближайший пляж, и первое, на что я обратила сразу же внимание, это то, какое в тот день было грязное море. Оно, во-первых, было неспокойное, и вот возле берега было прям очень грязно. А на самом деле, я на самом деле даже успела кое-что снять до того, как произошел инцидент. Ну вот я вам сейчас покажу, собственно, как это все выглядело. Выглядело это все вообще не очень привлекательно. И опять же, вот второй такой знак, да, что я вот на это все посмотрела и подумала, блин, ну не очень приятно в таком море купаться. Все-таки, наверное, не надо, и лучше бы вернуться домой. Но потом я опять же такая думаю, ну блин, ну я же уже пришла, я надела купальник, в принципе, грязно было только возле берега, я возле берега никогда не плаваю, я всегда уплываю подальше, а вдалеке вода казалась хорошей. И я подумала, ну ладно, блин, раз уж я пришла, то окей, надо, надо искупаться, так просто хотя бы даже по-быстрому, буквально 10 минут. И я пошла купаться. Захожу в воду, причем я купалась в том месте, в котором я до этого купалась, и вообще как бы, ну, даже в мыслях не было, что может что-то произойти, что там какое-то плохое море или еще что-то. А в итоге я захожу в море, и практически сразу же я левой ногой я почувствовала, как я наступила на какие-то острые такие неприятные камни. Я не могу сказать, что мне было прям очень больно, но было прям очень неприятное ощущение, и вообще я сначала подумала, что я порезала себе ногу, и я прям остановилась вот так вот в воде, и я даже как бы подняла ногу из воды, перевернула, чтобы посмотреть, что происходит со стопой, но я не увидела кровь там или еще что-то, да, и такая думаю, блин, ну, видимо, просто были какие-то мелкие камни неприятные, возможно, не знаю, там я просто, да, на них наступила. И да, еще я говорю, была очень мутная вода, и получается то, что когда я заходила в воду, то есть даже не было видно дна, а в Ости, ну вот сейчас, когда я уже про это думаю, это была не очень хорошая идея, потому что на самом деле вот в Ости вся вот эта набережная, которая здесь идет, она довольно каменистая. И здесь есть такие участки на пляжах, где есть камни, а некоторые участки даже перекрыты, где написано, что здесь нельзя купаться, потому что опасные камни. Но, во-первых, я была на бесплатном пляже, во-вторых, я уже была на нем, я там плавала, и я не помнила, чтобы были какие-то прям опасные камни, куда лучше не заходить. Но, конечно, тот факт, что была очень мутная вода, и зная, что в Ости не очень такое хорошее дно, в принципе, на самом деле мне могла прийти идея о том, чтобы лучше не лезть в воду. Но, опять же, знаете, когда с нами что-то случается, мы потом всегда начинаем заниматься вот этим
overthinking, да, когда мы начинаем додумывать, ой, а как так, а вот если бы, ну неужели, нельзя было догадаться, там, да, все было так логично, вроде как, ну, все вот так сошлось, да, там, и идти я не хотела, и море было грязное, и волны были, и все, и вроде как все так сошлось, и нужно было головой подумать, да, но в итоге потом то есть ты уже ничего не можешь, конечно же, исправить. В общем, суть в том, что потом я продолжила плыть, и в какой-то момент я поняла, что мне действительно больно в ноге, какая-то боль, и не очень неприятное такое ощущение. Я поняла, что нужно выходить и посмотреть, что вообще происходит. Я вышла, ну и все, я села, я смотрю на свою ногу, я понимаю, что у меня вот, получается, в ступне, в верхней части ступни, под самыми пальцами, как будто такие мелкие точки, да, мелкие черные точки, и кое-где прям видно, что такие маленькие камушки выглядывают. То есть, грубо говоря, у меня маленькие камни, они как бы застряли в ноге, как занозы такие маленькие, да. В общем, это все звучит очень, очень неприятно, я прекрасно знаю. Я на самом деле, правда, не знаю, как бы, может, и не стоило снимать про это видео, но еще раз говорю, раз уж у меня была все-таки мысль и желание выложить видео, ну, окей. В общем, оказалось, да, что я наступила на какие-то мелкие острые камни, ну, и они просто у меня в ноге благополучно застряли. Но я тогда еще не поняла масштаб всей проблемы, и я так посмотрела и такая думаю, блин, я начала их пытаться сама вытащить, такая думаю, да, ладно, как бы, ну, сейчас приду домой, короче, и вытащу их сама. Потому что, ну, вот с виду не казалось там, что это что-то суперсерьезное. А потом уже, когда я еле доковыляла домой, вот просто еле-еле, я поняла, что мне очень больно наступать, и когда я уже пришла домой спокойно, я помыла водой ногу, я начала как бы внимательнее все рассматривать, я поняла, что, похоже, ситуация это как бы намного серьезнее, и я не смогу ее решить самостоятельно, и воскресенье, выходной день, и мне, судя по всему, нужен врач, и что с этим делать, то есть вообще непонятно, потому что у меня на тот момент не было никакого опыта вообще с какими-то вот с emergency, у меня никогда не было опыта, что мне нужно было обращаться в скорую помощь, например, да, я вот вообще в Италии даже не знала, как вообще это работает, я даже не знала, куда ехать, и тут по такому стечению обстоятельств я увидела, что мне написала моя подружка, которая здесь живет, в Ости как раз, и я ей пишу, что, слушай, ну вот так и так, ты не подскажешь, что вообще делать вот в этой ситуации, прям нужен срочно врач, хирург желательно, который вот может помочь. И она мне скинула адрес больницы скорой помощи, которая находится здесь в Ости, куда нужно ехать. Я вызвала такси. На тот момент время было, наверное, где-то около час, где-то было, наверное, 12:30 примерно, я помню, что время уже близилось к обеду, и я сразу же вызвала такси, поехала туда, на самом деле находится это место недалеко от моего дома, слава богу, то есть я очень быстро доехала, приехала туда, и поскольку, видимо, это было как раз время обеда, там было очень мало народу, а я до этого уже наслышана про больницы скорой помощи в Италии, что там, как правило, куча народу, огромные очереди, что нужно всегда очень долго сидеть и ждать. То есть, если только там у тебя, я не знаю, не какая-то травма, которая действительно угрожает, да, твоей жизни, если у тебя там просто какая-то проблема, скажем так, какая-то проблема, которая может терпеть, да, что ты там не умираешь тут же, не знаю, то ты можешь, в принципе, весь день там просидеть и прождать, пока на тебя кто-то обратит внимание. Ну, я поэтому морально, в принципе, была, наверное, к этому готова, что мне, скорее всего, придется там, ну, не знаю, пару часов проторчать. Но когда я приехала, я увидела, что вообще было очень мало людей передо мной в очереди. То есть там как работает? Сначала ты должен пройти распределение, ты встаешь в очередь в окно, где тебя распределяют, то есть ты быстро описываешь свою проблему, что произошло, если нужно, они тебя осматривают, потом они тебя регистрируют, твои данные, все, тебе выдают браслетик, и, соответственно, они тебе присваивают категорию, то есть категория от супер экстренной до вообще там совсем не экстренной, и, соответственно, да, в зависимости от этой категории ты либо будешь ждать
15 минут, либо 2, 3, 4 часа. Вот. И я помню, что да, там передо мной буквально 2-3 человека было в очереди на распределение, меня очень быстро распределили. Я помню, мне еще говорят, что, ну, все, типа, ты будешь следующая, кого позовут. И я такая, боже, какое счастье, потому что нога реально болела, и сам вот этот вот факт того, что вот это все случилось, меня вогнал, если честно, в огромный вообще стресс. Ну, во-первых, вот эта вот вся ситуация, я очень сильно расстроилась, что это все как-то так глупо вышло, что все мои планы, конечно же, просто полетели к чертям, что нога болит, что я представляла, какая сейчас мне, скорее всего, предстоит неприятная процедура, да, чтобы мне вот это вот все удалили, все эти занозы. Ам, В итоге, когда мне сказали, что меня позовут следующую, я очень обрадовалась, потому что я такая подумала, о, здорово, сейчас меня быстренько позовут, так, может, я еще на день рождения смогу поехать. Но я, наверное, еще пока тогда не представляла, как бы, всю серьезность ситуации. И на самом деле, чтобы вы понимали, я в итоге прождала больше 2 часов. Что в итоге происходило дальше? Я села, и где-то по истечении 40 минут, как раз вот когда закончился обед, начали активно приходить новые люди. Людей в какой-то момент стало очень-очень много. На самом деле, вот сейчас я думаю, что жалко, конечно, что я ничего не снимала, пока я там была, но мне, вы понимаете, вообще было не до этого. Но людей в какой-то момент стало очень много, они просто шли, и в какой-то момент там просто вот там очень такой маленький зальчик, где толком даже нет мест, где сесть, и в какой-то момент просто уже, да, не было свободных мест, где можно сесть. Когда меня уже вызвали, чтобы непосредственно оказать мне помощь, мне кажется, что было уже, наверное, около 4 часов примерно, я так думаю, и да, меня вызвали, ну и, соответственно, спросили, что произошло, что да как, и, а, ну и объяснили мне, что вот, мы сейчас попробуем их вытащить, и что мы ну, не рекомендуем, как бы они не хотят брать на себя ответственность, но они сказали, ты должна решить, будешь ли ты делать прививку от столбняка, да, потому что поскольку это были как порезы, инородные предметы, нужно было ставить прививку. Вот. Сама процедура, вся вот эта вот операция, я бы сказала, да, это действительно была, в принципе, как такая мини-операция. Было очень больно, потому что они даже не сделали мне анестезию. В какой-то момент просто было настолько больно, что я просто говорю, слушайте, ребят, ну, может, вы анестезию сделаете, ну, потому что я просто реально, ну, не могу это терпеть, вот. Но они мне сказали, что если сделать анестезию, то тогда нога опухнет и будет сложно вытаскивать. У меня, получается, в ноге было 4 таких камушка, ну, где-то размером, наверное, в сантиметр точно длиной они были, такие длинные и острые. Я вообще была... То, что я была в шоке, это ничего вообще не сказать. Я просто реально не понимала, как они вообще могли попасть туда. И я, если честно, до сих пор не понимаю, как я вообще дошла до дома. Мне кажется, я была в каком-то состоянии шока, скорее всего. Я могу это только так объяснить. А сейчас, получается, сегодня среда, сегодня 3-й день после того, как это все произошло, и мне все еще больно ходить. Я могу ходить, но я чувствую дискомфорт во время ходьбы, потому что, ну, у меня, получается, как такие маленькие ранки на стопе. Уже 3-й день, по сути, никуда не выхожу, сижу дома, понятное дело. Никаких там нагрузок, никакого спорта, безусловно. Да, заживает, но заживает как бы довольно медленно, но я надеюсь, что к концу недели уже будет все в порядке. Так что да, ребят, вот такая вот произошла со мной ситуация. Что потом в итоге было, когда закончилась процедура, да, они мне все-таки поставили эту прививку, опять же, с моего согласия. Я еще помню, ну, я вообще еще когда я по-итальянски медицинские темы вообще не очень хорошо понимаю, потому что на эти темы как бы не приходилось мне особо говорить по-итальянски. И я помню, такая спрашиваю, а что, надо обязательно ставить, да, эту прививку, там, а что будет, если я ее не поставлю? И он мне такой,
ну, если ты ее не поставишь, и если окажется, что вот ты заразилась этой бактерией, то потом, после того, как у тебя появятся первые симптомы, сделать уже ничего нельзя будет. То есть, и я такая смотрю на него и говорю, ну, здорово, и вы, то есть, еще у меня спрашиваете, хочу ли я ставить эту прививку, да, то есть, вы мне не говорите, что, слушай, ну, надо вообще-то ее ставить, да, а так что, типа, ну, смотри, если хочешь, то мы поставим, если не хочешь, то появятся первые симптомы, и уже ничего нельзя будет сделать. Короче, это было довольно забавно, но, опять же, окей, я могу понять, они не хотят брать на себя ответственность, тем более там, да, они всегда спрашивают, вдруг какая-то аллергия есть на лекарства или еще на что-то. Вот, в итоге они мне прописали антибиотики и сказали, что если вдруг что-то снова будет беспокоить, то уже, типа, иди к врачу, обращайся. Вот, выдали мне 2 листка, 4, где написано, что произошло, когда, во сколько я обратилась, что было сделано и какие предписания врача, собственно. Вот такое вот приключение. Зато, знаете, ребят, зато я теперь знаю, где находится скорая помощь ближайшая, куда теперь ехать, если вдруг опять что-то подобное случится. Я надеюсь, что не случится. Я пытаюсь даже из этой ситуации вынести для себя что-то позитивное, но, конечно же, никому такого не пожелаю. И да, ребят, будьте осторожны, вообще не только в Ости, а вообще в целом, если вы вдруг где-то на море, если там не полностью песчаное дно, и даже если там где-то какие-то чуть-чуть совсем камни, ты никогда не знаешь, и я вот, например, себе уже заказала специальную обувь для моря. Я надеюсь, что она придет до субботы, потому что я на выходных хочу все-таки сходить на пляж и искупаться уже, пойду в другое место и уже с обувью. Буду купаться теперь, короче говоря, только в специальных тапках. Пусть на меня люди смотрят как на фрика, но мне все равно, знаете, уж лучше так, чем опять через вот это вот все пройти. Надеюсь, я вас не сильно утомила своим рассказом. Буду, наверное, закругляться. Желаю всем отличного настроения, хорошего лета. Я знаю, что сейчас, наверное, очень многие в отпусках, поэтому, ребята, наслаждайтесь летом, отдыхайте, загорайте, у кого есть такая возможность выбраться на море. Купите себе специальную обувь. Тем, кто в Европе, желаю сил и терпения пережить эту жару. Насколько я знаю, в России все-таки погода более-менее нормальная. Кстати, очень интересно. Интересно очень посмотреть, какая сейчас погода. Да, прекрасно. Вот я вижу, что в Москве сейчас показывает 22 градуса. Потрясающая погода. Еще и дожди вроде как обещают. Ребят, я бы ради такой погоды сейчас, наверное, многое отдала, чтобы вот просто хотя бы на несколько часов выбраться из этой сауны, вдохнуть свежего воздуха, дуновение ветерка, прохлады. Ну, я уж молчу про дождь. Что такое дождь, мы тут уже, если честно, вообще забыли. Интересно, в Челябинске сколько? В моем Челябинске 20 градусов, в принципе, так же, как в Москве. Ой, и дожди, смотрите. Просто каждый день в прогнозе дожди. Ну, тоже, конечно, не очень, вот. Так что Челябинску желаю поскорее солнечной погоды в таком случае. И всем большой привет, если кто-то сейчас смотрит меня из Челябинска. Очень соскучилась. Да, получается, уже я больше 5 лет не была в России. Время, конечно, летит. Но пока не знаю, к сожалению, когда получится приехать. В общем, ребят, не буду вас больше утомлять. Спасибо большое всем, кто досмотрел меня до конца. И всем пока. Увидимся в следующих видео. Чао! И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Пока!